Хей, всем привет! В прошлом видео я давала вам советы по рисованию рук и показывала этапы, как я их рисую. Если вы не смотрели это видео, обязательно посмотрите. Ну а сегодня настало время посмотреть 100 рук, которые я нарисовала в рамках этого челленджа. Помните этот альбомчик из Ажана? Я приспособила его под ведение 100 челленджей, а это значит, что этот челлендж не последний. Так что ставь лайк, подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропустить эти видео. В первый день челленджа я решила просто размяться, настроиться на волну, поэтому рисовала разные руки простым карандашом. Все референсы брала на Пинтересте. Как вы можете заметить, начинается все довольно кривовато и неуверенно, но это всего лишь первый день, так что дальше будет интереснее. Детские ручки, а точнее младенческие, маленькие, пухлые, с маленькими ноготочками и ярко выраженными складками. Начиная со второго дня челленджа, я решила рисовать каждый день разный тип рук, чтобы изучать разное, поэтому в тот день я рисовала детские руки. Тени и фон делала акварельными маркерами. Для третьего дня челленджа я выбрала тему женских рук. Как правило, руки представительниц прекрасного пола худощавы, изящны, с тонкими пальчиками и слабо выраженными мышцами. После женских рук, конечно же, надо порисовать мужские руки, поэтому четвертый день. Для теней я использовала акварель. Ну и, конечно же, я получила огромное удовольствие, рисуя вены на мужских руках. На пятый день цветным фиолетовым карандашом я рисовала возрастные руки. И, о боже, как это было непросто! Я раньше никогда не рисовала морщинистые руки, но это был очень хороший опыт и вышло, на мой взгляд, довольно неплохо. Половина пути пройдена, осталось всего 5 дней. Итак, шестой день. Руки с предметами. Это один из моих любимых дней. Было интересно рисовать не только руки, но и предметы. И уже можно придумать какую-то историю к скетчам. Рисовала цветными карандашами, играясь разными сочетаниями цветов. Можете заметить по сравнению с первым днем прогресс на лицо. На седьмой день рисовала руки парные руки. Я так расслабилась на шестой день, что дала волю своему креативу, фантазии и пустила в ход разные материалы и техники. Впервые попробовала технику рисования точками с помощью линера, и мне она очень понравилась. На восьмой день мне захотелось поучиться у аниме-художников, и я рисовала руки из аниме. Использовала цветные карандаши. Характерными чертами для аниме-рук является минимум деталей и теней. Отдельное спасибо хочу сказать Алене Буденчук, которая в комментариях посоветовала мне посмотреть 2 аниме. Для предпоследнего дня челленджа я выбрала тему «Язык жестов» и нарисовала 10 букв алфавита в английском языке. Рисовала простым карандашом, очень минималистично. Эти руки я нарисовала на самом деле очень быстро. И финальный день! Руки монстров! Больше всего мне нравится инопланетная рука под номером 95. Остальные тоже вышли очень классно. Что могу сказать за этот челлендж? Я получила большой опыт, развила свой глазомер, пополнила визуальную библиотеку насмотренности рук, научилась рисовать разнообразные руки, разных полов, возрастов, видов, научилась грамотно располагать руки композиционно на листе. Линии стали четкими, уверенными. Давайте сравним первые и последние дни. Прогресс явно налицо. Челлендж мне очень понравился, поэтому в следующий раз будет челлендж 100 глаз. А пока напишите мне, пожалуйста, в комментариях, в каких челленджах вы бы хотели, чтобы я приняла участие. Спасибо большое за просмотр, комментарий, лайк, подписку. Увидимся в следующем видео.